Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро, Александр, рад видеть. Ну, утро такое, знаете, очень и очень напряженное. Киев подвергся атаке. Я хочу, чтобы мы проанализировали ее и с этого вот начали, потому что, ну, во-первых, да, Киев, Днепр под ракетными атаками, 60 из 70 ракет, рассказывает Зеленский, прилетело именно по столице. И, в общем-то, сразу же с пылу с жару, так сказать, он врывается в горящий храм, Успенский собор Киево-Печерской лавры, который тоже пострадал после этого обстрела. Примечательно, до этого никогда такого не было, а вот Минобороны Российской Федерации говорит, что мы туда не стреляли. Это прилетел Патриот, который запускался в попытке сбить ракеты. Почему примечательно? Потому что раньше, ну, я не припомню, например, таких заявлений, что это конкретно, там, конкретный снаряд, конкретное что-то и конкретная ситуация была вот так вот особенно подчеркнута в этом официальном российском сообщении. В украинских же СМИ говорят, что на киностудии Довженко погорели костюмы, 100 тысяч там вообще там каких-то предметов для съемок. В общем, ударили по храму, Зеленский сразу там осматривает, его спрашивают, ну так, чтобы вы сказали Путину после этой атаки? А он говорит, мы еще скажем, вот увидите. Но то, как в дыму столица, и как 3 вертолета пожарных гасят последствия, нас немножко на другие выводы наталкивает об характере, успешности или неуспешности этой атаки. Что вы своим профессиональным, там, военным взглядом увидели и как оцениваете произошедшее прошлой ночью? Ну, что можно сказать по этой атаке? Она, как и прежде, направлена была прежде всего на уничтожение тех предприятий, которые работают на еще существующую оборону украинскую. Атака была предназначена, конечно, и на логистические средства, которые еще имеются на Украине. Если брать в целом не только Киев, но и другие районы Украины, стало чаще быть зафиксированным место попадания российских беспилотных летательных аппаратов, ракет «Циркон» по объектам железнодорожным. Вот это я акцентирую на этом внимание особое, что сейчас Российская Федерация выбивает железнодорожный состав украинских транспортных систем, основных транспортных систем. Потому что все-таки по железной дороге идет доставка всего в войска, и продовольствия, и боевой техники, и даже людей. Выбивается тепловозный состав, выбивается электровозный состав. Но электровозы сейчас практически Украина не использует, а вот тепловозы, которые запросто работают и без электричества, как в свое время в Великую Отечественную войну работали паровозы, то, конечно, это значительный урон будет для Украины, и это затормозит, значит, доставку в войска необходимых сил и средств. Что касается Киева сегодня, это очень сложно сказать, что случилось по тому, что произошло с Киево-Печерской лаврой. Я думаю, что патриоты неоднократно уже падали на Киев ввиду того, что нарушается или бракована была сама ракета, само изделие. Но я не утверждаю, что это была именно ракета «Патриот». Потому что когда такая же ракета «Патриот» не так давно сошла, так сказать, с траектории и ударила по больнице Ахмадет, мы помним, какие там были разрушения. Поэтому я не думаю, что это была ракета «Патриот». Скорее всего, это
так сказать, были обломки российского беспилотника. Потому что и масштаб пожара был не тот, будем так говорить, не приведи Господь, и масштаб разрушений был не тот. Конечно, нацистский ублюдок уже побывал сегодня утром в Киево-Печерской лавре, которая закрыта для верующих уже много-много времени, с тех пор, когда на Украине было разрушено православие. Я это ответственно заявляю. Прихожане не могут сегодня посещать Киево-Печерскую лавру. И он туда приехал, чтобы пропиариться. Понимаете, опять очередная вот эта шутовская выходка на руинах Киево-Печерской лавры, и в прямом и в переносном смысле этого слова. Зеленский пытается объяснить киевлянам, почему такая у нас дырявая противовоздушная оборона. И опять же, он утверждает, что виноваты все, кроме украинцев. Имею в виду его самого, руководство Украины. Вот так бы нам дали пакет патріотів, понимаете? Или там дали им там один пакет. Но один пакет патриот, это даже не закрыть, скажем, весь Дарницкий район Киева. Небо не закрыть этим одним пакетом системы Патриот. Вот это должна быть, если я уже сказал слово «система», то система противовоздушной обороны включает в себя не только, скажем, зенитные ракетные комплексы. Это должна быть боевая авиация, которой на Украине нет. Это должны быть другие средства, скажем, работающие по низколетящим целям. Система Patriot работает по высотным целям исключительно. Она не предназначена сбивать дроны. Вот. Скажем, баллистику, да, баллистические ракеты может сбивать. И то, баллистические ракеты «Искандер» не было еще ни одного случая, ни одного, я подчеркиваю, это зафиксировали даже украинские военные, чтобы ракета «Патриот» сбила, скажем, тот же «Искандер». Там другие совершенно тактико-технические характеристики, как раз приспособленные для того, чтобы зенитные ракетные комплексы США не смогли ее сбивать, которые, кстати, находятся и на вооружении у НАТО. Поэтому, Саша, то, что происходит, я считаю, вот я пожелал вам доброго утра. Я желаю доброго утра всем киевлянам и всем украинцам в том смысле, что они вот до сегодняшнего утра еще остались живы. И пусть это утро будет продолжением их жизни, а не продолжением жизни режима. С другой стороны, кстати, вот если уж говорить, в России очень модно говорить, называть это ударом возмездия. А почему я просто вот поражаюсь, если есть цели СВО, как уничтожение нацистского режима на Украине, денацификация, демилитаризация. Почему нужно только отвечать? Вот я вот этого не понимаю. Почему нельзя России работать, например, на упреждение всего того, что происходит сегодня? Вот все, скажем, законы войны, которые были ранее, и они работали. Я понимаю, что война сегодня высокотехнологичная, так тем более нужно изобретать новые способы ее ведения, бить на упреждение, а не отвечать какими-то ударами возмездия. Причем отвечать сугубо только по недвижимости. А по той движимости с этими халями нацистскими нельзя отвечать. Почему ни один негодяй, который убивает детей, да, причем десятками, на сегодняшний день не наказан, хотя выявлены они пофамильно. И таких вопросов у меня очень много. К сожалению, опять же, удары возмездия лишь только влияют на морально-психологическое состояние украинского народа. Они не влияют пока что ни на ВСУ,
Они не влияют ни на руководство нацистского режима на Украине. И это вызывает, опять же, все новые и новые вопросы. То есть возмездие не работает. Не работает возмездие, я уверяю вас. Оно выбивает лишь только силы у ВСУ. Да, истощает силы ВСУ. Но с тем, что Украина сегодня уже получила, да, от Евросоюза, от 51 страны Евросоюза, это каждый раз показывает все новые и новые прихоти вот этого псевдопрезидента. Он все время, как только получает какую-то денежную дотацию, причем я считаю, что эти дотации, они вообще безвозмездны. Значит, Россия об этом часто говорит и правильно говорит, потому что никто эти деньги отдавать не будет. В Евросоюзе говорят, что мы когда получим значит, победу, вот эту легкую победу, прогулочную над Россией, Россия нам все возместит. Ребята, вы ошибаетесь. Россия готова воевать в долгую. И вот эти удары, возмездия, пусть даже не приносят сегодня сиюминутного эффекта, такого, знаете, чтобы объявить, например, как это сделал Израиль в отношении Ирана, выбив все руководство иранское. Это эффект. Я называю это эффектом, стратегическим, политическим даже эффектом. А Российская Федерация сегодня не производит такого ошеломляющего эффекта на мировую общественность и даже на свою общественность российскую. Идет война в долгую, причем сколько она еще продлится, никто не знает. Очень важно, и тоже нужно это понимать и обсуждать, как вообще ведется война. Ну вот вообще, как она ведется. Значит, недавно в сети, как это, западные коллеги, импортные компании представили некий ролик. Ну, смотрите, как бы полностью там, чтобы вслушиваться, как бы я давать не буду, ну, на английском, что вот смотрите, мы не производим дроны, говорит, скажем так, товарищ, мы производим фабрики дронов. Показывает нам контейнер. Он такой похож на железнодорожный, открывает дверь, заходит внутрь, и там, говорит, очень много 3D-принтеров стоит, и, соответственно, там есть пункт управления, там есть все там варианты определенной защиты, то есть абсолютно замаскированный под контейнер, ну, такой цех, что ли, да, цех создания вот этих дронов-перехватчиков и других дронов. Вот он показывает, как на фуре этот контейнер размещается, и как летят перехватчики, избивают дроны, и все замечательно. Это к вопросу о логистике, это к вопросу о том, какой становится эта война. Причем это демонстрируется в качестве как бы промо, чтобы в том числе и западные товарищи, разные компании посмотрели, ну такая визитка, ух, как классно, ничего себе, прям можно в контейнере чего-то там сидеть и клепать эти дроны на 3D принтерах, ну то есть супер, отличный бизнес-проект. Вопрос только заключается, получается, опять в энергетике, да, ну, то есть и в самой логистике, то, что, на чем вы сделали акцент по железной дороге и по, скажем так, другим путям, как что доставляется. Война приобретает абсолютно другой характер. Выходят не только там все подчеркивают технологичность какого-то уровня этой войны, а еще и такую скрытность и подпольность, и, ну, в общем, ужас, который, вот, собственно, нам готовят перспективы для гражданского населения, он поражает. И когда задаешься вопросом, как это остановить, идей нет. Ну, потому что в любом контейнере, на любой фуре или на любом подвижном составе или где-нибудь там в пристройке может быть вот такая там фабрика дронов. А потом говорят, что на Довженко сожгли костюмы, а потом говорят о том, что Лавра была, туда залетел шахет, как раз отчитывается министр внутренних дел Зеленскому. Правда, окна все целые, понимаете, в здании. Ну, шахет залетел, то есть прилетел, прилет был. И всю эту картинку, с одной стороны, уникального бизнес-проекта, а с другой стороны, смотрите, ужасной России, ее же лепят к Г7,
когда Трамп приедет с европейскими партнерами встречаться во Франции. И получается, горящий Киев, горящая Лавра будет продемонстрирована западным партнерам, а тут вам, смотрите, какой контейнерный бизнес. То есть мы видим, как работает Зеленский и его власть. Почему с этим не получается что-то сделать для того, чтобы закончить войну, конечно же? Я не знаю, почему не получается, это не у меня надо спрашивать. Скажу только одно, что все то, что вы перечислили, да, для Украины абсолютно неприемлемо. Можно скрывать сколько угодно кота в мешке, да, там те же производства этих дронов. Сегодня Украина получает гораздо более готовые дроны из-за рубежа. Их только остается только там какой-то минимум собрать, да, и все. Она получает это все в первую очередь из Европы, вот, в том числе, вот, например, последние дни из Великобритании Украина получила от 200 до 300 безэкипажных катеров. Я потом объясню, для чего она это получила. Но для начала скажу, что для того, чтобы вести такую сложную игру военную, нужно иметь деньги, собственные деньги. Это очень важно. Когда нет собственных денег, воевать даже высокотехнологичным оружием не имеет смысла. Ты все равно от кого-то зависим. А эти источники могут очень быстро иссякнуть. Или их кто-то может просто перекрыть. Ну, например, если у вас есть, например, Александр, 1 миллион долларов, я так для сравнения, чтобы и наши зрители понимали, и вы в том числе, а замок стоит 5 миллионов долларов, вы залезаете в долги, покупаете этот замок, потому что у вас вожделенное желание в нем жить. Но поселившись в этом замке, вы получаете колоссальный хвост проблем. Во-первых, как отдавать долги? Раз. Во-вторых, как содержать все это хозяйство? Два. Понимаете? И в-третьих, не факт, что вы продадите этот замок за те же деньги, за которые вы его купили. Потому что нет сил, средств и, самое главное, понимания того, для чего это было сделано, чтобы его восстановить, отремонтировать. Ну, это такой примитивный, конечно, пример, да, вот. Но, тем не менее, он ярко демонстрирует всю украинскую жизнь, как политическую, так и военную. То есть, ввязавшись в эту войну в 2014 году, я считаю, это вот была такая отправная точка будущей Третьей мировой, которая уже началась. Ввязавшись в эту войну, Украина даже не понимала, во что она ввязывается и кем она в этой войне будет. Она даже не пешка в этой войне, она доска, на которой идет эта война. Но Зеленский, как вы вот правильно заметили, да, он все мнит себя игроком в этой войне. Он не игрок. И он даже не пешка. Он именно вот эта доска. Безмолвная, бесчувственная, которая не понимает вообще, что такое Киево-Печерская лавра. Что это святыня всего мирового православия. Это даже трудно переоценить потерь, которые сегодня Киевская лавра уже претерпевает. Трудно переоценивать это. Потому что это бесценное достояние всего православного мира. А он выходит на руины Успенского собора, который, кстати, в годы войны уже был взорван. Мы сегодня, скажем, будем скоро отмечать печальную дату, 85 лет начала Великой Отечественной войны. И вот осталась как раз ровно неделя до начала этой страшной многожертвенной войны. На сегодня, например, да, вот если читаю исторические документы, ни посол Советского Союза в Германии Владимир Деканозов, ни вся разведка Советского Союза не могли до сих пор
Это видно по документам. Точно сказать, когда Германия нападет на Советский Союз. То же самое Украина сегодня не знает, украинское руководство, вот это коррупционное, бандитское, оно не знает, как закончить эту войну и не хочет ее заканчивать. А в тот период времени даже генерал Павлов, который был расстрелян, это командующий западным направлением советских войск, ровно за неделю, вот в эти вот дни, попросил Сталина привести войска в повышенную степень боевой готовности. Сталин ему запретил это делать. Это при том, что у Советского Союза тогда были колоссальные ресурсы. И 22 июня он был уже арестован ввиду колоссальных потерь советских вооруженных сил и колоссальных потерь в живой силе. Армиями целыми сдавались врагу. Такова была ситуация. Но это было своего рода и заделом для будущей победы, консолидации советского общества. Сегодня на Украине этого нет. Я все возвращаюсь и меряю мерками сегодняшнего дня. А что у Украины есть для того, чтобы закончить эту войну? Я не говорю даже о победе, это об этом речи быть не может. Что у Украины есть свое? Пусть они там, я не знаю, какой-то эшелон скрывают по производству дронов, но это все равно будет явно обнаружено, уничтожено. А дальше что? Вопрос повисает в воздухе. Цинично выглядит как бы система снабжения Украины ПВО. Сегодня в Днепре тоже были прилеты, и пострадал органный зал, ну, музыки, да, вот. Конечно, тяжелая утрата, но многие смотрят на фотографию и видят посеченное а-ля шрапнелью, ну, скажем так, элементы фасада здания. 4 дня назад, и сегодня Зеленский это подтвердил, вы упомянули, что получили пакет Патриотов. 4 дня назад, значит, МИД и спикер МИД Георгий Тихий нам рассказывал о том, что, ну, в общем, удалось во время поездок Зеленского выбить ракеты-противоракеты, у которых истекает срок годности. Ну, мол, ребята, зачем вам утилизировать это все? Это же дорого. Вот это вот все, они у вас лежат без дела. Сейчас закончится срок. Я задам вопрос прямо. Исходя из вашего опыта, вообще наблюдений за этой войной, исходя из вашей военной выучки по патриотам, и у которых истекает срок годности, что можно существенного сказать? Неужели, ну, сегодня же видео выпустили, даже Зеленский его опубликовал, как был налет ракетами, и вот этот, судя по всему, опять-таки, мы не специалисты, но судя по всему, противоракета вылетела и упала куда-то. Ну, то есть, где-то там, вот, понятно, все подкрасили, заблюрили, чтобы ничего не было видно, но тем не менее. Может ли вот эта технология, а дайте нам то, что уже сейчас завтра испортится, быть в том числе и причиной таких разрушений, которые опять-таки медийно, возвращаясь к вопросу Г-7, играют на репутацию Зеленского, который показывает, смотрите, варвары, вот куда бьют, дайте еще денег, дайте еще поддержки, введите еще санкции на Россию. Ну, я же сказал в самом начале, что очень много существует сегодня того, что Запад дал Украине из вооружений, просроченного, которое не прошло регламенты соответствующие и так далее. Каждое изделие должно проходить своего рода проверки со временем, насколько оно способно спустя некоторое количество времени функционировать. Для этого существуют определенные регламенты проверки технического состояния любой ракетной техники, в том числе и Patriot, системы Patriot. Ну, кто вот постоянно говорит об этом, да, я просто могу их успокоить. Ребята, изделие придумано было в середине 70-х годов. Ну, представьте уже, 50 лет прошло. 50 лет. Ну,
понимаю, что американцы там ввиду, скажем, определенных обстоятельств и появлений нового типа оружия у Российской Федерации пытались и пытаются совершенствовать эту систему. Но как-то ее не совершенствуй, да, она, скажем, не работает уже в наше время. У Российской Федерации тоже есть проблемы с системами противовоздушной обороны. Есть. И вчера вот, например, Путин встречался со штурмовиками военными, пригласив их в Кремль. Он об этом откровенно говорил. У нас есть проблемы с совершенствованием и разработкой новых систем противовоздушной обороны. И в частности, системой наведения тех же беспилотных летательных аппаратов. У нас недостаточно еще существует низкоорбитальных спутников, таких как, например, у Илона Маска в Соединенных Штатах, которые, в принципе, вся, значит, система наведения беспилотных летательных аппаратов Украины сегодня опора на те же Старлинки, понимаете? А у Российской Федерации, как сказал Путин, есть уже разработана подобная система управления, и она уже опробована. Но все равно еще недостаточно тех же спутников низкоорбитальных. Вот почему Российская Федерация, благо, что у нее есть не один космодром, а несколько, в последнее время запускает ракеты «Прогресс». Это как раз те ракеты, которые выводят военную технику на орбиту. И постоянно идет, вот сегодня как раз меч побеждает, щит немного отстает. И не только в Российской Федерации, у Соединенных Штатов то же самое. Я не говорю про Украину, потому что там ничего не разрабатывается. И не может разрабатываться, потому что вся Украина простреливается вдоль и впоперек. Но я упомянул об экипажных катерах. Сегодня положение на фронте зафиксировано таково, что на украинском театре практически отсутствует морская пехота. Это заметила, кстати, российская разведка, и уже освещено это в средствах массовой информации. Чем это объясняется? Военные эксперты говорят о том, что планируется высшим руководством Украины военная операция против Крыма. И сконцентрированы на южных направлениях, в том числе в Николаеве и в Одессе, в Измаиле и так далее, средства, которые позволят наносить удары по Крыму. Я говорю как раз о тех же безэкипажных катерах, которые доставлены уже в большом количестве. Последняя партия, как я сказал, от 200 до 300 единиц была доставлена по воздуху из Великобритании через румынские аэродромы. И готовится ли Россия к этому? Я думаю, что готовится. И какой будет удар возмездия после этого, мне даже трудно представить. И опять же, я упоминаю о ресурсах украинских, насколько они способны к такому удару. Потому что те же системы, пусть даже устаревшие, просроченные, как мы говорим, как и вся украинская власть, они недостаточны для того, чтобы сокрушить такое ядерное государство, как Россия. И если вы думаете, я обращаюсь прежде всего к тем, кто вожделеет этого удара украинского, если вы думаете, что Россия оставит Крым, как она в свое время отошла от Киева, Харькова и южных городов Запорожья и Херсона, то вы ошибаетесь. Здесь даже присутствует в некотором смысле военный государственно-политический символизм для России. Крым она не отдаст никогда, зубами будет держать. Потому что 300-летняя война даже с турками повлияла на это. Недавно, кстати, отмечали юбилей Крымской войны.
в Российской Федерации по этому поводу. На этот счет даже нельзя рассчитывать. Но почему это может произойти? Я считаю, что Запад, который финансирует режим нацистский на Украине, ему недостаточно вот того, что Украина наносит удары по приграничью, по каким-то НПЗ там и так далее. Они говорят, это хорошо, что вы эти удары наносите, вы сохраняете жизни украинских солдат. Но нас это не интересует. Нам нужно, чтобы были жертвы среди украинских солдат. Они говорят это прямым текстом. А для этого нужно проводить военные операции, а не заниматься бесконтактным ведением войны. Вы себе не можете позволить бесконтактное ведение войны. Это слишком дорого. Для этого нужны соответствующие системы вооружений, которых у вас нет. А мы вам их дать не можем, самые современные. Потому что они нам самим нужны. Вот как вот в этой ситуации быть сегодня, я, честно говоря, не понимаю. И я скажу так, что Российская Федерация готова к этому. Она готова, у нее есть ресурсы, у нее есть люди, у нее колоссальный мобилизационный резерв есть. Колоссальный, 25 миллионов. А что есть у Украины? Ну, Ну то есть, да, если условно начнется операция ВСУ на Крым, то Россия объявит мобилизацию. нет, Россия не объявит мобилизацию. Я скажу так, что той численности российских войск, которая сегодня есть на Западном фронте России и в Крыму, вполне достаточно, чтобы отражать подобные атаки. Вполне достаточно. А она не собирается проводить мобилизацию. Для чего? Россия не собирается проводить на сегодняшний день это атак для успокоения граждан Украины. Каких-то крупных военных операций с привлечением больших скоплений войск. Ну, нигде это не замечено. Даже западные разведслужбы говорят о том, что Россия не накапливает на Украино-российском фронте никаких сил, а воюет теми силами, которые есть, которые существуют. Речь идет всего лишь идет сейчас о революционном прорыве в связи с тем, что началась действительно самая настоящая дроновая война. Сегодня в небе уже со стороны Украины, со стороны России не десятки дронов, а сотни. Сотни дронов, рои целые летают. Вот как с этим бороться, никто не знает пока что. Ни в России, ни на Западе. Вот это главная причина того, зачем, скажем, России сегодня делать мобилизацию, увеличивать поголовье войск. Ну, не имеет смысла абсолютно. Сегодня абсолютно другое оружие применяется. И я не считаю, что для Российской Федерации сегодня существует проблема людей. У Украины она существует. У Украины, потому что там большой недокомплект. У России войска укомплектованы, там большое количество добровольцев, и тем самым они закрывают все свои бреши, которые возникают в кадровом составе. А призыва как такового, он и существует только в тех рамках закона о призыве в вооруженные силы, который действует своим чередом. Никакого форсажа в этом плане не будет. Юрий Анатольевич, сейчас несется в мире прям такая череда и вереница поздравлений. С Трампом созвонился Зеленский, с Трампом созвонился Путин. Они, так сказать, поздравили Трампа с днем рождения. И в преддверии, так умасливая, да, Дональда Федоровича, именинника, которому 80 лет исполнилось, череда европейских лидеров поздравили его с миром, так сказать, непосредственно в Иране. По поводу сделки пункты сейчас там обсуждаются и оспариваются. Иран говорит, вот со старту просто так сразу 12 миллиардов договорились выдать Ирану. Потом говорили, нет, Иран получит деньги, там опровергает американская сторона, только когда начнет выполняться этот договор. Но уже Стармер,
важный шаг оценил в прекращении войны. Макрон говорит, что возобновление морского судоходства без ограничений и взимания платы — это необходимое условие стабильности. Короче, все поддерживают. Премьер Японии Саная Такаити надеется, что вот все-таки свободное, безопасное судоходство. Мерц. Эрдоган считает, что соглашение может положить путь к прочному миру и безопасности в регионе. Генсек ООН Гутерриш говорит, что важный шаг на пути. То есть, что мы имеем? Мы имеем Швейцарию, где якобы 19 числа, если все пойдет хорошо, может даже сам Трамп, пишут журналисты, приехать на подписание меморандума. То есть меморандум запускает 60 дней, чтобы все было тихо и хорошо, а потом уже там разблокировки и так далее. Одни аналитики уже называют, что как бы Иран выиграл войну, потому что вся война прошла для того, чтобы снять с Ирана санкции и все эти ограничения. Другие говорят, что не-не-не, подождите, там еще Израиль зуб точит. И выходят Смотричи, Бен-Гвиры и заявляют, что нет, это позор для свободного мира, мы не примем, будем бороться. Якобы даже Нетаньяху, пишет пресса, сказал Трампу, что мы не уйдем из Ливана, Хизбаллу будем также и дальше бомбить. Почему это важно? Хизбалла, она в пакете договоренностей 100%. Ну и остается вопрос, что с ураном, потому что как-то и о нем не упоминает Трамп. Вроде как Иран согласился уничтожить уран, так у него и не было этого оружейного урана, но на своей территории. Как вы думаете, подпишут 19 числа мир в Швейцарии, или хотя бы прелюдию к миру? Все, закончили с Ближним Востоком? Конечно, для Трампа это архиважно. Парламентские, вернее, промежуточные, да, выборы парламентские на носу. И Трамп сегодня по всем прогнозам проигрывает. Эта война очень здорово подорвала как его самого рейтинги, его самого, так и рейтинги его партии. Он поддался на уговоры Израиля начать вот эту военную операцию. Что касается подпишет, не подпишет. Подпишет, ну и что? Конечно, я наблюдаю здесь в Европе цены практически на бензин, на дизтопливо пришли к тому состоянию, которое были до войны. Сегодня уже, да, цены на нефть марки Brent тоже снижаются. Накал вокруг Ормузского пролива, он снижен, но он остается, я подчеркиваю. И в любой момент может разгореться с новой силой. Трампу очень выгодно завершить, я подчеркиваю, этот конфликт, но подписывать Швейцарии можно все, что угодно между Ираном и Соединенными Штатами. Забыли только спросить у Израиля. А сегодня Израиль заявил, что он и впредь будет наносить удары по Ирану, что он и впредь будет присутствовать на юге Ливана, наносить удары по Хезболле. Это шиитской организации. Я скажу более страшную вещь. В этот конфликт, который вряд ли удастся так вот быстро потушить Трампу, может вовлечена Турция. Турция сегодня поддерживает Хезболлу. Об этом заявили официально турецкие власти, осуждающие Израиль и практически разорвавшие с Израилем все дипломатические отношения. Сегодня нет контактов на дипломатическом уровне между Израилем и Турцией. А это удар, это серьезный удар по Трампу, в первую очередь. И это серьезный удар по Израилю. Он получает себе еще одного врага, военного врага. Турция очень серьезный враг в военном отношении. Вот я сразу тут примечательную такую сторону отметил. Папа Римский не осудил уничтожение православия на Украине. Вообще никак. А здесь, хотя это два
религиозных течения в христианстве, практически родственные, католицизм и православие. А здесь вещь произошла, и это отмечают те, кто в этом что-то понимает. Вещь абсолютно сенсационная. Суннитская Турция поддержала шиитов. Вы понимаете, насколько дошел накал отношений в этом смысле в этом регионе? То, что будет еще одна война в этом регионе, это уже несомненно. Турецкие власти об этом постоянно заявляют. Цель Ирана, что самое главное, после апрельской революции 1979 года уничтожить Израиль. Это черным по белому написано в иранских документах всех. Уничтожение Израиля, она не отменена. Поэтому можно подписывать перемирия, меморандумы. Я почему заулыбался при слове меморандум? Меморандум это пустая бумажка. Это констатация факта. Это отсутствие любых обязательств всех сторон. Там нет никаких обязательств. Там будет написано: стороны согласились. Вот эта ключевая будет фраза написана. Там не будет написано, что Иран обязуется или там США обязуется. Нет. Вот в чем разница между меморандумом и договором. Я хочу, чтобы вы все это понимали. Поэтому то, что Трамп сбил несколько накал этих боевых действий, да, но он не увел свою страну и в целом мир от тех конфликтов, которые будут развиваться и далее в этом регионе. Ну, давайте тоже так. Понятно, что там клубок противоречий очень серьезный на Ближнем Востоке. Даже сам Трамп выходит с заявлениями, что я или буду опять бомбить Иран, или стану хранителем Ближнего Востока и получать 20% от выручки, так сказать, нефтяной. Это понятно. Но все равно же дела-то идут и быстрее, я имею в виду мирных переговоров, и плюс-минус, ну так, адекватнее, что ли, да, ситуации, чем в Украине, где уже 5-й год война, и никто ничего не собирается завершать, понимаете? Да, мне ответят, что на Ближнем Востоке интересы, экономика всего мира, там вот нефть, вот это все дела. В Украине этого нет, поэтому, собственно, наверное, в этом и причина. Однако то, что претерпевает сейчас наша страна, ну вот родной Киев, да, это же просто какой-то, ну, просто перепрошивка сознания. Да, сбиваются памятники, да, вот эти, но люди все равно могут организоваться. И вот как перед обстрелом, кстати, ночным, поздно вечером, Троещина, это самый большой спальный район Киева, повыходили все. Полицейских забрасывали камнями, от них скрывались, пытались спрятаться в бус, перепалки жесточайшие. Как, ну, полиция сегодня утром выдала пресс-релиз, что ехал какой-то мужчина, его пытались остановить, он заехал на тротуар, его задержали, приехала куча полицейских, ну и, собственно, ТЦК не упомянул. Упомянули только, что потом он в ТЦК таки оказался, ну, вот этот вот мужчина. Но за этого мужчину повыходило очень много народу. Там еще как бы с ребенком он был, в общем, как бы и был настоящий бунт. Настоящий бунт. И вот тут возникает очень важный момент. Все говорили, что вот смотрите, в селе, да, там, одно дело, где-то в провинции с вилами вышли, там прогнали ТЦКшников и так далее. Но здесь уже не село, Троещина, это Киев. Здесь уже, ну, скажем так, масса людей достаточно серьезно, плюс столица, плюс полиция находится в абсолютно каком-то, ну вот, ну, непонимании вообще, что происходит, потому что не уважают полицию, плюют в полицию за то, что не помогают ТЦКшникам. Эта история очень лихо, конечно, пиарно перекрыла там сегодняшние там лавра горящая, обстрелы, там дым и так далее. Но ведь это ведь проявление того, что не все потеряно среди украинцев. Есть много
адекватных сил, и есть очень много шансов, что какая-нибудь триггерная точка все-таки всколыхнет и поднимет вот эту уже настоящую волну. Не где-то там какая-то там, не знаю, при всем уважении, сельская громада, там селяне какие-то, да, повыходили, там это все потом по одному поймали и, в общем-то, уголовные дела повыписывали и как бы погасили. Здесь уже как-никак Киев, здесь уже как-никак огромное количество народу. А, Как вы думаете, ну, будет идти так же по нарастающей? И все-таки, может, в этой войне уже на 5-м году украинцы проснутся? Но дело в том, что эти выступления, как вы заметили, на Троещине, в спальном районе Киева, я это подчеркиваю, вот, прежде всего обусловлены тем, что граждане Киева, граждане Украины, как я уже говорил выше, они страдают от этого, от этих бомбежек, от этих обстрелов. Их главная сегодня задача – защита себя и своих семей. Понимаете? Они не выступают за какие-то глобальные перемены в обществе. Например, слом этого режима путем выборов. Вы где-нибудь слышали, что в выступлении граждан Украины звучало подобное? Нет. Не, ну Все смирились. мы слышали, как Зеленский показывает секретные какие-то рейтинги Да, 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 Путина. да, 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 Ну, то да, есть, да. понимаете, вот с позиции вот украинца, и он с таким довольным лицом, что, мол, вот, Да, смотрите, а да, это кому да. он показывает? Ну Украинцам вот рейтинги он как раз Путина. ими показывает, понимаете? Они ему верят. Вот граждане Украины еще не дошли до той точки кипения, когда они должны понять, что рыба-то гниет с головы, а не с хвоста. И граждане Украины этого не понимают. Да, сопротивление нарастает. Опять же, по какой причине? Потому что за дело, что называется, за живое, за свое, за свою кожу, за своих родных, которых избивает и убивает ТЦКшники и полиция. Полиция сегодня Украины убивает собственных граждан. На многочисленных видео, которые украинская пропаганда говорит, что они сгенерированы искусственным интеллектом, неоднократно было видно, что бесчеловечное обращение с собственными гражданами, полицейскими украинскими, ну, граничит действительно с гестаповскими методами. В гестапо даже с собственными немцами так не действовали, которые сопротивлялись фашистскому режиму в 30-е, 40-е годы в Германии. А на Украине сегодня это есть. И вот чтобы защитить себя, граждане Украины, как говорят, еще раз говорю, действуют уже, что называется, как Бог даст. Но поймите правильно, Александр, для того, чтобы было массовое сопротивление, его нужно организовать. Должна быть организаторская какая-то ключевая структура, центр какой-то, который может сплотить украинский народ против этого режима. А такого я не наблюдаю. Это все какие-то спонтанные движения. Это даже не возмущение народных масс, низов во времена Екатерины. И это даже нельзя назвать восстанием Емельяна Пугачева. Понимаете? Там нет ничего. Там есть только, вот как вы правильно заметили, камни, протесты, поджигания какие-то, чего-то там и так далее. Это чисто такой внешний фактор. А если брать по большому счету, как я уже сказал, украинцев устраивает этот режим. Они не хотят вмешиваться сегодня в политику. Граждане Украины довольствуются тем, что им дали. Вот им дали вот это чудо бородатое в 2019 году. Они его сами выбирали 73%. Такого не знала еще история Украины в выборах президента. Вот они его выбрали. Сказали, что він дуже смішний, мы будем смеяться. Смейтесь.
Смейтесь, ребята. И ваши вот эти протесты, да, кидание камней в полицейских, это не тот эффект, который может подействовать на Зеленского и его власть. А она сегодня безгранична. Но она сегодня занимается, ну, она очень напугана. Она очень Александр, перепугана. Но если погодите. Зеленский захочет, он может сжечь всю Троещину. Понимаете? Вот я серьезно вам говорю. Это кажется диким, да? Но вы просто немножко отмотайте счетчик тех преступлений, которые он уже совершил. И его команда вот эта так называемая. Но люди тоже ведь, подождите, все понимают. Вы говорите, нет сопротивления, нет кого. Вот сегодня ну, опубличили это решение, кстати, Дарницкого, тоже в Киеве, районного суда. 42 года женщине. Она мать несовершеннолетнего ребенка. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы. За что, спрашивается? За критику конкретно власти. Значит, решение суда, она как бы выкладывала на своих страницах в соцсетях посты, а, значит, экспертиза, да, лингвистическая экспертиза, приняла их за прям, крамолу. Значит, один из таких постов с фразой «Так что, друзья мои, для кого еще непонятно, для чего продолжается эта война, ради чего дети в Ахмадите пострадали, для того, чтобы показать западным партнерам, дети в крови, картинка, мы для них картинка, наши жизни для них картинка, картинка печальная и болезненная, для того, чтобы под эту картинку дали им на новый Бугатти, дали им на новый замок в Европе». Ще один пост женщини. Хочу звернутися до Зеленського. Такого президента нам більше не треба. Такого президента хай більше не буде. Ти єдиний поховав стільки людей, ти єдиний, хто це зробив, ти єдиний, ти єдиний. Я за тебе голосувала в натурі, але зараз хочу сказати, Вова, пора тікать. Вова, текать, текать, текать. Ну, то есть это перепевка к, ну, вот там, когда в начале войны одного бизнесмена из Ингульца, скажем так, положили на музыку. Ну и вот, пожалуйста, значит, оправдывают эти сообщения российскую агрессию, также прямо обвиняется президент Украины в гибели людей, что исключает настоящего виновника Россию. Это искажение реальности, поскольку войну инициировала Россия, а Украина только защищается. Постановил суд. Женщина понимала последствия написания своих сообщений в соцсетях, не проявила никаких сентиментов и эмпатии. Это я зачитываю выдержку из решения. В результате 5 лет. Обвиняемая не признает свою вину и готовится подать апелляцию. Вот такая ситуация, Юрий Анатольевич. А вы говорите, Да, всем нравится Зеленский. я с вами согласен, что это всего лишь одиночные выпады. Это одиночные такие, знаете, как и мои, в принципе. Я же точно так же, как и эта женщина, был осужден. Как и многие тысяч других граждан Украины, которые сегодня томятся в тюрьмах украинских за то, что они пошли против режима. Но я же вам говорил о другом. Сопротивлением можно называть то сопротивление, которое организовано. Я не вижу той оппозиции, политической оппозиции, которая могла бы возглавить сегодня это сопротивление против режима. Его нет. Я не вижу даже тех же олигархов, которые в 2014 году Запад их сумел объединить и настроить против Януковича. Даже берем такую сторону вопроса. В тот период времени все олигархи практически Украины стали на сторону, как говорится, Европы. И были за то, чтобы смести Януковича с пьедестала президентского. Сегодня украинских олигархов, которые действуют, здравствуют, обогащаются на Украине, невзирая ни на какие обстрелы, невзирая ни на какую войну. Их устраивает Зеленский от и до. Они говорят, он дурачок, и нам этого достаточно. Нам достаточно этого дурачка, чтобы мы и дальше процветали, и покупали себе в Монако квартиры за $500 000.
и яхты за 500 000 000. Их вполне это устраивает. Зачем им что-то менять? Украинский народ также говорит, что власть должна просто пойти на уступки украинскому народу. Отдать тот же восток Украины. Вот как примитивно рассуждают украинские граждане. И все, отдайте восток Украины и правьте себе, мы будем с вами жить. Ничего не надо менять. Вот какое сегодня существует мнение в украинской среде. Все смирились с тем, что надо прекратить войну. И все, а все остальное не надо ничего трогать. Ни политическую систему Украины, ни узаконенный нацизм. Да бог с ним, пусть оно будет, пусть оно процветает. Пусть зигуют эти бандеровцы, пусть устраивают факельные шествия, пусть отмечают день рождения Мельника и Бандеры. Осталось перезахоронить, правда, из Мюнхена еще и Бандеру сюда, в Украину привезти. А так все нормально. Всех все устраивает, Саша. Все эти выступления, еще раз повторяю, это, скажем так, как в свое время одна английская королева говорила. Что, говорит, они требуют, народ? Они хотят хлеба. Ну так дайте им пирожные, пусть едят, понимаете? Ну, в конце концов, это же не решает вопроса кардинально на украинским народом. Это не решает вопрос. Они хотят все жить сегодня в мире. Но то, что они сотворили в 2019 году, приведя к власти вот это страшилище, мелкое, кровавое, с такими упыренными такими глазками, вот они же этого не понимают. Никто абсолютно. Ни богатые, ни бедные. Всех все устраивает. Поэтому в отсутствие, еще раз повторяю, какого-то конкретного центра сопротивления, никакого украинского народного партизанского движения не будет. Оно будет, может быть, где-то локальное. Кстати, как мне говорят мои земляки из Хмельницкой области, оно уже есть. Люди, которые выступают с оружием в руках, просто отдельные такие, знаете, локальные эпизоды против местной власти, против мобилизации этой дикой. Они прячутся сегодня уже в лесу. На всевозможных там заимках, домов лесников и так далее и тому подобное. Потому что если ты первый только раз выстрелил в ТЦКшника или в полицейского, то в городе тебе не выжить. Тебя тут же найдут. Но это, опять же, это единицы. Это на пальцах одной руки можно посчитать сегодня на Украине, кто выступил против режима Зеленского. Массового движения на Украине нет. И я так подозреваю, в ближайший год-два его не будет. Так что Зеленский с этим может спать спокойно. Вот. Европейцы в этом кровно не заинтересованы. Вот. Их тоже устраивает эта клоунада с этим главным коверным шутом. Все в порядке. Ну, как в порядке? Ну, вот даже по Лавре, да? Смотрите, сбит купол, да? Ну, конкретно. Это очень плохое предзнаменование, особенно для Киева. Верите в такие знаки, Юрий Анатольевич? Я, ну, как бы, моряки все люди, скажем, суеверные. Поэтому, когда падали кресты тоже с Михайловского собора, я всегда говорил, что это очень плохо. Когда вот эти, простите за выражение, шмары из Фемен пилили кресты у гостиницы «Киев», бывшая гостиница «Москва», кстати, вот, я тоже говорил, что это очень плохое предзнаменование. Это еще было, кстати, до Майдана. Ну, скажем так, чисто, скажем, мистически в это можно поверить. Но оно все идет к тому, что флаг, который разрывался над музеем Великой Отечественной войны несколько раз пополам, это тоже своего рода знаки. Можно в них верить, можно не верить. Но судя по тому, что сегодня происходит с Украиной и на Украине, то вольно и невольно поверишь в эти знаки.
Это совершенно очевидно. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Всего вам доброго, будьте мудрыми. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.